Этот спутник официально проработал на орбите 8 месяцев. Неофициально, на 9-й месяц он передал сигнал, которого в программе полета не существовало. И именно после этого проект «Орбита-88» был закрыт, а отчет по нему не вошел ни в один открытый сборник. Я обнаружил материалы по «Орбите-88» в 2021 году, когда занимался систематизацией документов одного бывшего приборостроительного КБ в Подмосковье. Архив хранился в подвале старого административного корпуса. Коробки с маркировкой 1987-1991 стояли без описи. Папка с надписью «Проект 4 Орбита-88» лежала между актами списания оборудования. Без регистрационной карточки. Без штампа архива. Первый документ датирован мартом 1987 года. Разработка экспериментального спутникового модуля для тестирования системы автономной стабилизации фазовых колебаний. Формулировка сухая. Обычная для технического задания. Проект предусматривал запуск малого спутника на низкую орбиту с целью проверки нового алгоритма синхронизации сигналов. Такие алгоритмы использовались в системах связи и навигации. Никакой мистики. Никаких секретных лучей. Просто экспериментальный аппарат. В техническом описании указывалось, что модуль оснащен блоком фазовой стабилизации, системой автономной коррекции, резервным каналом телеметрии, накопителем данных для последующей передачи. Запуск состоялся в ноябре 1987 года. Первые отчеты стандартные. Параметры в норме. Связь стабильна. Температурный режим выдержан. Но уже в январе 1988 года появляется первая странность. В журнале телеметрии отмечено кратковременное смещение временного кода передачи данных на 19 секунд. Комиссия списала это на ошибку синхронизации наземной станции. Через 2 недели повтор. Смещение 23 секунды. В отчете появляется фраза: возможно, некорректная работа внутреннего блока стабилизации. Блок проверили дистанционно. Нарушений не выявлено. В марте 1988 года в папке появляется служебная записка инженера телеметрии. Отмечаю, что смещение происходит при прохождении спутника над определенным сектором траектории. Периодичность – каждые 14 витков. Это уже выглядело системно. Каждые 14 витков значит каждые несколько дней. Если вам интересны такие архивные расследования о забытых проектах СССР, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Самое странное в этой истории начинается именно сейчас. В апреле 1988 года фиксируется событие, которое официально в итоговом отчете назвали нештатным телеметрическим выбросом. В 2 часа 17 минут по московскому времени спутник передал пакет данных, не предусмотренный программой. В пакете отсутствовали служебные метки. Не было кода идентификации. Только последовательность импульсов фиксированной длины. Сигнал длился 11 секунд, после чего связь восстановилась в штатном режиме. Инженеры предположили сбой памяти накопителя. Но в журнале есть запись. Передача произошла через резервный канал, не активированный программой. Это ключевой момент. Резервный канал включился без команды. Комиссия провела проверку программного кода. Ошибок не выявлено. В мае 1988 года произошло повторение. Снова при прохождении над тем же сектором траектории. Снова резервный канал. Снова импульсная последовательность. На этот раз 13 секунд. В служебной записке руководителя проекта указано: считаю необходимым временно приостановить прием резервного канала до выяснения причин. Резолюция сверху.
Испытание продолжить. Паники не допускать. К июню 1988 года смещение временного кода увеличилось до 41 секунды. Система синхронизации, ради которой и создавался спутник, начала демонстрировать нестабильность. Но аппарат продолжал функционировать. И вот 28 июля 1988 года. 2 часа 11 минут. Спутник передает сигнал. На этот раз 17 секунд. После чего происходит полное отключение телеметрии на 9 минут. Наземная станция фиксирует тишину. Через 9 минут связь восстанавливается. Аппарат отвечает. Все параметры в норме. Но в памяти наземного комплекса остается запись. Временный код не соответствует расчетному. Расхождение 2 минуты 0,4 секунды. То есть спутник как будто выпал из синхронизации. Не исчез. Не разрушился. А вышел из временного графика. Именно после этого в папке появляется приказ. Проект «Орбита-88» завершить досрочно. Спутник перевести в пассивный режим. Данные передать в закрытый фонд. Дата 29 июля 1988 года. Меньше суток после инцидента. Без расширенного расследования. Без публичного отчета. В сентябре 1988 года аппарат был выведен с орбиты. Я попытался найти участников проекта. Руководитель ушел на пенсию в 1990 году. Инженер телеметрии в 1992 году перешел в коммерческий сектор. Никто не исчез. Никто не погиб. Я связался с одним бывшим сотрудником КБ. Он сказал только одну фразу. Мы не смогли доказать, что сигнал формировался аппаратурой. И не смогли доказать обратное. Никаких инопланетян. Никаких фантастических версий. Вероятнее всего, это была сложная ошибка в алгоритме синхронизации, которая проявлялась при определенных условиях орбитального положения. Но остается вопрос. Почему резервный канал включался сам? И почему закрытие проекта произошло мгновенно? В самом конце папки лежал один лист. Без подписи. Повтор запуска нецелесообразен до пересмотра теоретической модели. Пересмотра модели. Значит, дело было не в железе, а в расчетах. Проект «Орбита-88» не стал прорывом. Он стал еще одним экспериментом, который оказался сложнее теории. И если подобные истории вам интересны, напишите в комментариях, стоит ли разобрать еще один архивный проект конца 80-х. Поддержка канала помогает продолжать такие расследования. Потому что в архивах конца СССР есть десятки дел, закрытых слишком быстро. И иногда самое странное – не сам сигнал, а скорость, с которой о нем перестают говорить.